20, выбирай другой. Даже кафе тут сделал. Вот это вагон, смотри. Ну-ка. Чайку. Вот эти поворотные круги. Слушай, ну, залезай. Поезд номер 1. Елисапост дежурного по... Привет, ребята! Сегодня мы отправимся в музей железных дорог. А это, кстати, университет путей сообщения, одно из первых высших учебных технических заведений России. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вперед к просмотру. Железных дорог России. Видел? Мечтал? Идем. Там такие паровозы стоят, сейчас все покажем. Это когда-то было настоящее Вот депо. он наш дорогой. А тут, смотри, вокзал, вон электрички стоят. Ну, обычные. Там Варшавский экспресс, говорили, где-то. Вон он, смотри, глянь, паровоз какой стоит. Видел? Не упади. Заходим. Тут экскурсия Школьников. начинается. Привели на экскурсию. Вот этот поезд нас встречает на входе. Что за поезд такой? Это танк-паровоз, самый старый экспонат Музея железных дорог. Строен аж в 1897 году. Прикинь, танк-паровоз? Да. Ага, ничего себе. Смотри, тоже. Но мы такие видели прям даже на ходу. Танк-паровоз. Помнишь, на выставке поездов ездили они? Красивый. А тут, смотри, тематическая детская комната, паровоза-комната. Там, смотри, паровозы делают. Есть даже второй этаж. С чемоданами, залом ожидания. Кабинки, смотри, такие. Ну ладно, пойдем дальше паровозы посмотрим. И куча книг про поезда. Такие паровозы были с барельефами. Но их сняли и остались вот такие звезды. Танк-паровоз 1913 года выпуска. А это что за интерактивная панорама такая? Здесь, в общем, смотрите, на экране выбираешь, что надо, да? Прошлое, настоящее, будущее. Ну, давайте, железнодорожный транспорт. Опа, полетели. Так, я не знаю, видно вам или нет, тут прямо 3D. Ты там осваиваешь компьютерные технологии? Да? Да? Давай посмотрим поезда будущего, нажмем. Оп. Что нам тут покажет? Будущее, нажимай. Угу. Только поезда настоящего. Выбирай поезд, какой хочешь. Смотри, тут можно любой. Это, видишь, ИП-2. Это ИП-20. Выбирай другой. Другой, смотри, давай вот это, ТС выберем. Опа, поехал, смотри. Выбирай другой. О, Аллегро, скоростной поезд. Можно раскрутить панораму. Здорово, да? Ух ты! Класс! Куда отправляемся, мой машинист? Кстати, поезд Аллегро мы лепили из пластилина. Ссылку оставлю в описании. Здорово, какие музеи классные стали строить. Все поезда посмотрели? Пускай другие посмотрят. Вот это да, смотри, тут сколько нас паровозов встречает. Ну-ка, пойдем смотреть. Нет, это не паровоз, танк, Елисей. Смотри, у него есть вагон, тендер. И там старый вагон. Пойдем посмотрим. Побежали. Смотри, какие колеса. Ты и колесо. Вот это да. Из-под колеса. Да, свет плохой, ребят. Наверное, качество видеосъемки не очень. Эх, разрешили бы нам залезть. Тут прям вот отделяют только цепочки. О, парапет. Сейчас посмотрим. Сейчас зайдем. Заходи. Здесь можно. Видишь, по ступенечкам. Вот это вагон старый какой-то. Смотрите. Опа. Это пассажирский вагон 3-го класса. Опа. Смотри. Наш папа попал в историю. Видишь? Где он там? Ну-ка, а Елисей зайдет? Смотри, там дама стоит, ожидает. Ну, заходи давай. Дама ожидает паровоз. Привет, ребята. Там, смотри, какие-то подошли с чемоданами. Сейчас поезд отправляется. Елисей, успеваешь на поезд? Там все идут с чемоданами, а вас не видно. Пассажирский вагон 3-го класса производили такие в 1915-18 годах. Сейчас зайдем вам и все покажем. Здесь можно. Хоть куда-то пускают. Все разбираются. Хотят попасть в историю. Ой, как темно.
Смотрите, все деревянное, скамеечки деревянные. Но и вагоны-то были деревянные, но так уютно, если честно. Очень мило и пахнет как в бане, потому что дерево. Кто тут до нас прибежал? Внимание, внимание, поезд отправляется. Кстати, смотрите, здесь были предусмотрены пепельницы. Наверное, в вагонах того времени разрешалось курить для багажа. И отопительные трубы шли прям поверху. Фонарь какой-то. О, ребят, смотрите там. Американские поезда ретро. Сейчас мы тут... Что? Там паровоз, прикинь, и тут. Танк, паровоз. Мы сейчас пойдем туда и все посмотрим. Вагон-то закончился, там другая экспозиция. Артиллерийский паровоз. Сейчас туда пойдем, да? Смотрите, а поезда-то на рельсах стоят. Как интересно, тут рельсы забетонированы. А этот вагон 1899 года. Для перевозки переселенцев, 4 класс. Самый такой, самый-самый вагон. Так, это что у нас? Паровоз. В общем, везде можно зайти, посмотреть. Сейчас пойдем. Ой, почтовый вагон, смотри. Вы уезжаете? Все? Подождите меня! Вот это вагон, смотри, тут хоть со светом нормально. Посмотрим, смотри, на решетки на дверях. Потому что могли перевозить ценные грузы и ценные письма, да? Почтовый вагон. Экспозиция. О, почтовые кареты какие были разные. Смотри, а там почтальон письма разбирает. 1 и 2. Пассажирский вагон 2 класса. Ой, у каждого вагона, смотрите, такие мостики. Помосты. Это сейчас сцепки, да? А раньше были сцепки через улицу. Вот он, мостик отгибался, и можно было пройти. Багажный вагон. И служебный. Смотрите, забавно, даже кафе тут сделано, как будто сидишь в купе поезда. Фешенебельный, между прочим, вагончики таком. Служебный вагон, восточный, китайской железной дороги. Смотри, какой стакан. Чайку не желаете, молодой человек? А? Чайку. Ребята, смотрите, поезд номер 1 с ракетной установкой. Сейчас вам все покажем. Выйдем туда на улицу. С ума сойти. Мы такой видели только в книжках. Помнишь, наши книги читали? Поезд номер 1. Тут поднялись на мостик. Сейчас покажем вам вид сверху, а потом подробнее расскажем про разные эти штуки. Вот смотрите, паровоз в разрезе. И все показано, как все это работает. Механизм. Подробнее об этом паровозе в следующем выпуске, не пропустите. Тут столько поездов классных. Так интересно все. 2-1. Что, локомотива? Пойдем покажешь, пойдем. Вот они. Ого. Ну пойдем, все, почитаем каждый экспонат и посмотрим, что это за поезда такие. Угу, где поворотный круг? О, поворотный круг, Елисей, ты видел? Мы такой в гранд-макете игрушечный видели, а тут настоящий поворотный круг. Вот паровоз стоит на нем. Видишь, и он поворотный круг по рельсе вращается. Вон она рельса, и вон она рельса. И паровоз может выехать на любой путь. Ты представляешь себе? Да. Но сейчас таких практически не строят. Да, сейчас используют стрелки. Ну, старыми паровозами, ребят, вас уже не удивишь. Но вот такие мы не видели. Потрясающе вообще. Это веерное депо, видите? Поворотный круг и пути идут. Паровоз может выехать на любой путь. Интересно, круг работает. Спускаемся вниз. Мы даже и не знали, что такой крутой музей, да, Елисей, есть в Санкт-Петербурге поездной. Ребята, рекомендуем. Т-2-414. Тепловоз. СССР. Что смотреть? Ага, пойдем посмотрим его поближе, как он выглядит. Вот это тепловоз. Еще можно было внутрь заходить. Вообще было бы шикарно. Ребят, смотрите, барельеф Сталина. И, кстати, совсем недавно сняли с эксплуатации. Еще лет 10 назад можно было на таком прокатиться. А это что за паровоз? Ну-ка, пойдемте посмотрим. Смотри, какой мостик. Можно было залезть. Слушай, ну, залезай, наверное, Елисей, можно? Раз нет ограничивающих. Смотри, тепловоз Т-5-20-032. С квадратными еще деревянными оконцами. Грузопассажирский тепловоз 1948 года выпуска, послевоенный.
Ребята железнодорожники говорят, что кабина как у Тема обычного, только у Тема там дальше идет движок, а здесь не движок, а какое-то подсобное помещение. Кран какой-то. Что, сфотографировать тебя? Нам рассказывают, что это буксовый узел, там подшипник. Здесь крышка открывалась, туда смазку заправляли и все. И что, паровоз смазанный ехал, да? Сейчас запрессовывают подшипники, а раньше чика открыл и все. Так, а это у нас паровоз «Стрела». Т-10. Ага. Грузопассажирский. 1968 года выпуска. Пассажирский, а не грузопассажирский. Тут смотрите, как интересно. Можно про каждый тепловоз еще почитать, но у нас, к сожалению, нет времени. Мы вам азы расскажем. То есть можно выбирать основное меню или сеть. Вот. То есть можно историю, прочие параметры включать и все смотреть. А это что у нас? ТЭП-70. Пассажирский? Красавчик какой! Скоростной пассажирский тепловоз. Такие в эксплуатации есть до сих пор, только перекрашены в другие РЖД-цветные цвета. Бегом! Смотри, какой отсек аккумуляторной батареи. Ничего себе! Во, смотри, Елисей, поворотный круг. Ты видишь, смотри, стоит паровоз, и поворотный круг двигался тоже по рельсе, только вот по такой. Здорово. Мы видели, да, в гранд-макете, как работают эти поворотные круги. Вот он, красавчик, часть истории. Такие еще есть, на таких еще можно прокатиться. А это ЧС-4, самый красивый, это немецкий, скоростной, с немецким дизайном. Вы помнишь, видели такие на ходу на выставке поездов? Чехословацкий. А вот они, электровозы ВЛ-23. История таких тоже уже нет. Ага. Какие красивые, да, Елисей, ВЛ-22. Пойдем почитаем по них, ребятам расскажем. Ходим тут, а рельсы, вот прям, ну, по ним уже точно никто не пройдет. Ну, что, паровоз поставили и стоит, не надо же его перегонять туда-сюда. Грузовой электровоз, вот честно, даже не знала, что такие были. Истории изучаешь? Что там написано, расскажи. Ух ты, ребята, тренажер машиниста тепловоза. Мы тоже такие видели, можно порулить. Так, а это что у нас? ТЭП-80. В общем, не пускают, только с билетами, в общем, надо. Но мы сейчас посмотрим. Елисей, ты поезд с рельс сдвигаешь? Едет? Получается? Ну, давай, сильнее, давай. Какой сильный, все. Елисей сдвинул, поехал поезд. Аккуратно, ты что? А то сейчас придут, скажут, выгонят. Что скажут, мальчик, паровозы двигаешь тут? ТЭП-80. Грузовой тепловоз. А вот эти мы видели, смотри, мы видели такие и на ходу, и на кладбище паровозов таких куча. Ребята, смотрите, а это салон императорского поезда, прямо как в царских палатах. Такие кресла, мебель. Елисей, нельзя за ограждение заходить. Зеркало. Предметы антиквариата. Ребят, смотрите, я не удивлюсь, что если этот паровоз еще и поедет, потому что все маятники тут поставили прям новые, смотрите, все заменили, все новые болты, никакой ржавчины. А это у нас дежурный по переезду, да, вся фуфайка закутанная работает, да, так и работали, скульптуры из гипса. И здесь маятники новые. То есть, ну мы прям видим, да, что вот что родное, вот, например, кабина это родная, да, а что какие детали поезда менялись. Ребята, вы знали, что есть такое приспособление, в общем, лягушка. Если поезд сошел с рельс, то вот эта штука помогает его на рельсы поставить. Как она работает, если честно, не совсем понятно. И современные поезда тоже оборудованы такими устройствами. То, пойдем в вагон. А это, смотри, Елисей, американская помощь во время Великой Отечественной войны. Поставляли в таких деревянных коробках сухой паёк, тушенку разную. Вот так это все приезжало. Крытый товарный вагон Южной железной дороги. Грузовой вагон, смотрите, он еще две колесные пары, какой короткий. Сейчас гораздо длиннее вагоны строят. Экспозиция, в общем. И люди тоже ездили. Печка-буржуйка для отопления, полки для грузов. И тоже, видишь, деревянный.
А это санитарный вагон военного поезда. Мы уже видели с вами такие неоднократно. В них могло перевозиться до 40 тяжело раненых больных. Их перевозили к местам, к стационарным госпиталям с тыла. Кстати, смотрите, экспозиция какая, ничего себе. Вот так это примерно происходило. Солдаты на носилках своего боевого товарища заносят в санитарный вагон. Крытый товарный, домой за родину, крытый товарный вагон Октябрьской железной дороги. Вагон-теплушка. Переход к серийному тепловозостроению. Посмотрим, это что за вагон такой? Это тоже санитарный вагон, в который можно зайти. Сейчас мы вам все покажем. Елисей там уже осваивается. Смотрите, печка. Вот это отсек тут. Темно, конечно, плохо видно. Ну что там, Елисей? Страшно? Елисей говорит, страшно. Все в белом цвете. Ты знаешь, почему вагоны были в белом цвете? Потому что на белом цвете видна грязь, а все должно быть стерильно. Смотри, на входе душ. Что там? Пойдем посмотрим. Да, видишь, там больного медсестричка голову перебинтовывает. Кстати, во время Великой Отечественной войны советские ученые Зинаида Ермолева и Тамара Белезина произвели первый советский пенициллин, что позволило снизить смертность при лечении больных до 80%. Ой, смотри, какие шконки, в 3 ряда лежали больные. Вообще, первые упоминания о пенициллине были еще во II веке у известного лекаря Авиценны, а в XIV веке были у лекаря в Швейцарии, а в XV-XVI активно применялся пенициллин у индейцев-инков и в Боливии, например. А в XIX веке начались уже самые активные исследования пенициллина, но массово он стал применяться только в период Второй мировой войны. Сейчас посмотрим. Обычная уборная. Ух ты, какой паровоз. Грузопассажирский тепловоз 1944-45 годы. Во времена Великой Отечественной войны использовались, но не серийные. Так, что у нас тут? О, Т-3. Красивый такой. Вот это паровоз П-36. А мы такой не видели, он прям супер здоровый. Все они как-то паровозики, все поменьше. А это прям огроменный. Вот это да. Колесо. Транссибирский экспресс. Пассажирский, да? Скоростной был. Пассажирский, скоростной. Поэтому и такие колеса огромные, ребята. Что, Елисей, смотри. Там еще поезда. Ого. Скорость этого паровоза 110 км в час. Для того времени это просто фееричная скорость. Когда паровоз придумали, у него не было вот этой зеленой обрешетки. И сделали ее только несколько лет позже, что позволило увеличить скорость этого паровоза. Поезд номер 1. Елисей, смотри, мы в книжках про такой читали. Интересно, получится? Вон он, смотри, стоит. Получится нам к нему подойти? Ты видишь вот эту ракетную установку? Вес, ракета была очень тяжелая, и вес этой ракеты распределялся на соседние вагоны. Наши ученые изобрели специальное устройство, которое отодвигали провода, чтобы беспрепятственно могла подниматься эта ракета вверх. Они отводили. Но сейчас подойдем, посмотрим, да? Пошли пока другие поезда посмотрим. В общем, там куча поездов. Мы их посмотрим позже. О, ЧС-1. Это легендарный поезд, да? ЧС-1. Я что-то много про него слышала. Ретромобиль. Погнали. Что за марка? Волга это или что? Елисей, меняем мамину Мазду на Москвич. Не нравится? 1950 года. 959-го. Ретромобиль. О, а это Т-7. Красавчик. Ух ты, ребята, это не ЧС-1, это паровоз Шкода. Вот это история. Народное предприятие Чехословакии 1960 года. Шкода. Знаете такую марку машины? Ого, а тут что ты нашел? Игрушечные паровозы? Ага, это те, наверное, которые не сохранились. Ну-ка, давай почитаем. Смотри, какие тут интересные. Вот это да, смотри. Этот на экспресс похож, который мы сейчас видели, только немножко другого цвета.
В общем, ребята, это экспозиция паровозостроительного завода. Смотрите, все эти части были очень высокие, и вот такими кранами они устанавливались, видите, на колесные пары. Вот это да. И потом красили все. Не то, что сейчас уже. Процесс окрашивания, например, уже вообще полуавтоматический. Ну-ка. Что? Смотрите, можно нажать на кнопку «Интерактивная экспозиция». Сейчас установит на паровоз. Ты видишь? Устанавливает. Едет кран. Все как в настоящей жизни, очень медленно. Вот, смотри, он доехал. Интересно, будет опускать или все на этом экспозиция? Или сей, не нажимай, не надо 10 раз нажимать. Я, конечно, понимаю твою любовь к кнопкам. Вот, смотрите, на наших глазах только что собирают тепловоз. Прямо как это было раньше, в стародавние времена. Круто! Где ты еще такое видишь? Потрясающий музей, в общем, всем Санкт-Петербург. Все. Я сейчас не удивлюсь еще, если дым пойдет, и он ту-ту и поедет. Куда? По делам своим поедет паровоз. Все, паровоз собрали. Дальше уже сварка, прикрутили, пристроили и ту-ту! Отправляемся в путь. О, смотрите, ребята, это наша любимая тема. Это пост дежурного по переезду. Стоит дежурный. Так, а это у нас что? Светофоры и шлагбаум. Сейчас покажем. Шлагбаум деревянный. Ого! Смотри, и это сейчас автоматические, да? А здесь раньше дежурному приходилось регулировать переезд кнопками, а не автоматикой. Так что здесь не просто так стоит этот экспонат, это переезд. Здорово. И флажки остались с тех времен также. Так, что, смотрим дальше. Ребята, вы такого не видели. Смотрите, санитарный вагон для перевозки больных внутри. Не те, которые лаборатории мы с вами смотрели, и где больных лечат. Вагон-церковь. Вот, честно говоря, даже не знаю. Наверное, тоже во времена Великой Отечественной войны такие использовались. Потому что возможности просто другой не было обратиться к Богу. И вагон-концлагерь. А продолжение смотрите в следующих выпусках. Не забудьте подписаться и включить уведомления. Пока-пока!